Здорово! Первый сезон отеля Хазбин вышел, но вопросов у нас стало только больше. Что за сделку заключила Лилит вместе с Адамом? Почему она вообще находится в раю? Почему в книге с историей создания мира ни слова не говорится про Бога? И вообще, существует ли он? Или же всем правят ангелы, прикрываясь личиной Божьей? Однозначно, после выхода первых серий мульта, фанаты посчитали, что никакого божества вовсе нет, так как в книге Чарли о нем не было ничего написано. Землю, как и людей, создали ангелы. Адама с Лилит отправили в ад тоже ангелы. Вывод напрашивается только один. Бога как такового нету во вселенной отеля Хазбин. И даже если бы Бог существовал, он бы не позволил добрым людям оказаться в аду, а каким-нибудь тварям попасть в рай. Но после выхода финальных серий, взгляды фанатов на существование Бога в этой вселенной кардинально изменились. Наверное, многие уже заметили, что Серпентиус не просто оказался в раю, а появился прямо перед Сэрой и Эмили. Он не проходил через врата в рай, что, к примеру, делала Чарли. И даже сама Сэра от такого мува была в полном афиге. Нихуя себе, блядь. Ты въебал, блядь. И вот именно по причине того, что Серпентиус не проходил через врата рая, а Сэра очень удивилась его появлению, фанаты решили, вот оно доказательство, Бог есть. Ведь она буквально несколько серий назад сказала, что ни один грешник не сможет попасть в рай, ведь у них слишком много правил. И кто-то там, всеведущий, услышал это и решил ей доказать обратное. И таким образом Серпентиус заспавнился прямо перед ней. Вот, и именно поэтому божество все-таки есть. Но все же, перед тем, как заключать такую мысль, нужно разобраться поподробнее, зачем вообще нужны врата в рай. И тут, скорее всего, у вас сейчас будет какое-то недоумение. Что я пытаюсь вам сказать, задавая такой тупой поначалу вопрос. Ну, врата нужны, чтобы принимать души умерших людей, которые попали в рай. Но может быть, у них совсем иная функция. Ну вот, к примеру, вы задумывались, почему к вратам рая, к которым подходит Чарли, не стоит гигантская очередь из людей, которые смогли попасть в рай и, по идее, должны пройти через врата. Да и тем более, я не думаю, что это какой-то запасной вход. Ведь если демоны все равно не попадают на небеса, а переговоры с Люцифером, королем ада, происходят в самой преисподней, вот в этом здании, то зачем ангелам строить какой-то дополнительный вход лично для Чарли? А вот теперь я попытаюсь вам объяснить, зачем же нужны эти врата и почему все не так однозначно, как мы думали. А прежде чем мы продолжим, хотел бы рассказать вам про классного парня. Сигал ведет свой канал с реакциями на различные аниме и мультфильмы. На его канале уже вышел весь сезон отеля Хазбин, а также выходит реакция на второй сезон Адского босса. На его канале есть реакция на Gravity Falls, Время приключений и остальные не менее интересные мультфильмы. А еще, что не менее важно, он делает реакции на все различные аниме. К примеру, One Piece, Тетрадь смерти и остальные интересные аниме. На его канале уже 97к подписчиков, и до сотни ему не хватает буквально пару тысяч. Переходите на его канал, подписывайтесь, а мы продолжаем. Как мы уже могли понять, видимо, врата не предназначены для того, чтобы принимать новые души, которые прибыли в рай. Ну, так для чего же они нужны? Ну а тут мы можем вспомнить книгу Чарли из первой серии. В конце рассказа силы тьмы вырвались наружу и поставили небеса под угрозу истребления. Возможно, ангелы возвели стену вокруг основной части рая, где и обитают все остальные ангелы. То есть мы можем предположить, что врата нужны для защиты от зла. Ну а еще мы можем заметить, Адам со своей армией готовился и отправился в ад именно за вратами райскими. Ведь никто, кроме истребителей, не должны знать о зачистке ада. И таким образом они ограждают обычных обывателей от этой тайны. Но никто не исключал, что врата построены и для того, и для другого. Так что если Серпентиус появился в раю, не проходя через врата, это еще ничего не значит. А что говорить про удивление Сэры? Скорее всего, она удивилась именно потому, что грешник попал в рай, а не потому, что он появился перед ними. Но это все равно не объясняет, почему Серпентиус появился именно в этом месте. Тут я тоже могу выдвинуть свою теорию. Вот эти две дамы сидят здесь не просто так. Они являются серафимами, высшими ангелами, наиболее приближенные к Богу. Я думаю, что именно в эту комнату поступают новые души, когда попадают в рай. Их принимают и вводят в курс дела именно серафимы, ведь это их задача для поддержания порядка в раю. Именно эти двое встретили Чарли с ее подругой у входа в рай. Они выполняли свою работу по принятию новых душ. Не думаю, что эти двое просто так бы сидели в одной комнате и скучали, не делая толком ничего. Поэтому, скорее всего, они просто сидели и ждали, пока появится новый человек. Но вопрос, есть ли Бог во вселенной отеля Хазбин, остался открытым.
Ведь кроме сил зла и сил добра, выше ангелов нам ни о ком не рассказали. Я думаю, что даже сами ангелы толком не знают, существует ли Бог или же его нету. Ведь почти никто его толком и не видел. Можем предположить, что этой чести могли удостоиться только серафимы. Ну а пока вопрос, есть ли Бог в отеле Хазбин или же его нету, остается открытым. Ну а какая лично у вас сложилась теория насчет Бога, напишите мне в комментариях. А также не забывайте подписываться, ведь моя цель это 5000 подписчиков. А еще, что не менее важно, заходите в мой телеграм, там я публикую новости про свой канал. Ну а на сегодня у меня все, я погнал.